Здрасте, у нас хлопок никогда в жизни не выращивали. Есть возможность, пускай ворует. Добрый вечер. Был бы добрый, если бы россиян не было на моей земле, а пока только вечер. О, суточка такая красивая. Да, она кричит. Да. А что она кричит так? Ну так бывает. А что я кричать? Криа обычно кричит уточка. Ну это вы так на России думаете, а в Украине все по-другому. В Украине все через жопу, да? Я это сказала? Нет. Слушай, мой хороший, ты откуда? Я с Брянска. С Брянска. Ой, это у вас там бывает хлопок выращивает, да, иногда? Какой хлопок? Здрасте, хлопок у нас никогда в жизни не выращивали. Брянск, по-моему, очень активно выращивают у вас там хлопок. У вас и в Белгороде. Здрасте, в Белгороде и в Брянске хлопок никогда в жизни не выращивали. Хлопок выращивают в этом самом, в Таджикистане, Узбекистане. Вот там хлопок выращивают. Нет. В Крыму, у в нас Белгороде, хлопок... в Брянске и в Курске. Здрасте, у нас хлопок никогда в жизни не выращивали. Что ты рассказываешь? Как это не выращивали? Выращивали. У нас кукурузу выращивают, пшеницу, овес выращивают. Последний год у вас активно выращивается там хлопок. Ты дурачок? Да не выращивают, у нас хлопок не сажают, у нас никогда в жизни хлопок не сажали. Ты дурак? Да, и уши у меня холодные, представляешь? Не, ну холодные, может, я всю Брянскую область знаю, и у нас всю жизнь сажали кукурузу, в основном картофель, да ты что, издеваешься? У вас последний год постоянно выращивается хлопок. Об этом говорят везде. Да не слушай ты никого, в Брянске никогда в жизни хлопок не выращивают. Никогда. У вас даже в прайм-тайме говорят о том, что у вас хлопок там. Вроде симпатичная девчонка. Не, ну ты странный какой-то. Ну я тебе честно говорю, я с Брянска сам, я всю Брянскую область знаю. У нас в последнее время начали сажать подсолнух. Говорят новости, я ваши новости смотрю, они говорят о том, что у вас хлопок выращивается. Зачем ты мне сейчас сидишь и врешь? Я тебе не вру, я тебе честно говорю, что у нас никогда в жизни хлопок не выращивали. Вот иногда мне кажется, то, что все-таки, может быть, на России есть нормальные люди. Вот, а потом вот встречаешь вот такого мужика с Брянска, и он тебе просто на элементарном, просто сидит тебе и врет. Ну вот, а как вам после этого верить? Вот хочешь честно, давай, если хочешь, обменяемся как-нибудь номерами телефонов, и я поеду по всей Брянской области, буду ездить и показывать. У нас никогда в жизни хлопок не сажали, никогда. 40 лет я живу в Брянске, и нету там у нас хлопка, никогда его не сажали. В последнее время стали сажать подсолнушник, и все. Всю жизнь у нас сажали пшеницу, овес, подсолнухи теперь сажаете? Слушай, я очень не люблю врунов. Ну, я просто не понимаю, зачем ты мне сейчас врешь об этом. Вот. Но меня это очень сильно оскорбляет, вот, и я, пожалуй, пойду дальше. Ну, как бы, для меня это ненормально. Давай, Мужчинка приятная. Было бы добро, если бы россиян не было в моей стране, а пока только вечер. Я же не в твоей России. О, я же не в своей стране. Да, мне Россия ваша нафиг не нафиг. А сколько, девочка, тебе сколько годиков? Мне 18. Ну что такое? Россия процветает, или ты его сестра? А 18 лет же можно. А тебе сколько? Мне 19. А, ты просто очень нехорошо выглядишь. Я подумала, что тебе по 30. Да ну что, вы красивый. А тебе сколько? Мне 34. Ну не скажу, что мне 34 выглядишь, ладно. Я не люблю обманывать. Хорошо. Ты из какого города? Я из Киева, а вы откуда? Мы из Самары. Из Самары. Как жизнь в Самаре? Спокойно все, как обычно. А чего вы подключили счет-рулетку? Вы же вдвоем в кровати. Вы не знаете, чем обычно люди вдвоем в кровати занимаются? Да мы уже все сделали. Вам не хватает третьего? Мы уже все сделали. А почему у вас на России так любят счет-рулетку? А почему? В смысле, почему так на России? Ну, не знаю, я всегда знала то, что у вас это очень популярная история. Вот никогда не задумалась, вот, чтобы я со своим молодым человеком в кровати взяла бы и позвонила каким-то рандомным людям в стране, на которую напала моя страна, чтобы с ними поболтать. Ну, как бы мне Нет, это... мне просто очень интересно мышление ваших людей. О чем ты хочешь поговорить? О чем хочу поговорить? Да, как ты хочешь понять мое мышление? Давай я тебе расскажу. Ну, как вот ты относишься к происходящей ситуации? Как я могу относиться к происходящему? Давай так. Я сегодня проснулась от звука тревоги. Когда я завтракала, я услышала звук взрыва. Как ты думаешь, как я к этому всему отношусь? Я же у тебя спрашиваю, как ты относишься. Если бы я знал, я бы не спрашивал. Я считаю, то, что твоя страна активно занимается тем, чтобы уничтожить нас из-за того, что мы украинцы. Путем того, чтобы там, убийств людей, насилия, воровства и уничтожения городов. Ну, все понятно. Что тебе понятно? Ну, есть люди, которые придерживаются
придерживаться позиции той, которая подходит к России, а ты придерживаешься позиции своей страны. Все логично, в принципе. Оно немножко не так работает. А как работает? Вопрос не в позиции моей страны, а вопрос в том, что, ну, как бы я вижу очевидные вещи, да, то, что есть страна, которая на меня напала, на мою страну, да, и эта страна пытается сделать так, чтобы я перестала быть в живых. Не-нет, ты мирный житель, тебя никто не пытается убить. Да ты что? Конечно. А что же в Днепре ракета прилетела прямиком в 9-этажку? Бывает оплошность. А как ты думаешь, ты был бы рад, если бы тебе вот так вот домой оплошность Да прилетела? нет, ты так говоришь, что прилетели в 9-этажку. Если бы россияне хотели, то думаешь, они бы не сравняли бы всю Украину? Ну хорошо, ты считаешь, что у России бесконечное количество ракет? Ну, достаточное количество. Или ты считаешь о том, что у России бы получалось пиздеть дальше? Про то, что она делает какую-то миротворческую миссию в Украине, если бы она одновременно уничтожила абсолютно все города Украины? Да, Смотри, в России задача- все верят, все любят Россию, и им не нужно, чтобы Кто им все? говорили. Все, кто в России любит Россию. Хорошо. И смотри, если ты Им любишь не Россию, нужно, чтобы им говорили, понимаешь, они все равно любят Россию, и без того, что им говорят. ты можешь любить свою страну, но вопрос в том, что ты можешь не любить свою власть. Шаришь? То, что Нет, вы ну, а как на не любить России власть, поддерживаете если- власть человека, который начинает войну агрессивную против соседнего государства, в попытках его захватить, это не значит, что вы нихуя себе патриоты своей страны. Потому что если бы вы действительно любили все Россию, блядь, и хотели к ней нифига себе классных вещей, то вы бы, наверное, задумались о том, что ваш дяденька Путин немножко въеб абсолютно неадекватные деньги на то, чтобы разрушать соседнее государство. Вместо того, чтобы у тебя с твоей подружкой была классная инфраструктура в городе, чтобы у вас трамваи модные новые ходили, чтобы у вас дорога везде в городе была классная, чтобы когда она от тебя залетит, она могла родить в нормальном роддоме. Понимаешь, ты же об этом не думаешь? Знаешь, что я тебе скажу? Скажи. Чтобы она родила в нормальном роддоме, чтобы были хорошие дороги, но зарабатывай сам, все у тебя будет хорошо. А Россия страна возможностей, она дает их тебе. Да что, не так, что ли, работает? Ну что? Ты знаешь, что такое налоги? Для чего в странах платятся налоги? Чтобы содержать страну и, соответственно, не нарушать экономику. Ну, смотри, вот эти вот денежки, которые собрались с людей, да, Ага. что такое, хорошо, давай по-другому, что такое содержать страну? Бесплатная медицина, содержание армии и так далее. И что в так далее входит? Да много чего, как ты сказала, инфраструктура городов, стройка Еще новых бы знать, как больниц. выговаривается слово инфраструктура в этой жизни, вообще было бы замечательно. Что? Ничего, ну-ну. Мне оно не обязательно, чтобы я его правильно выговаривал. Идет стройка новых зданий, новых больниц и так далее. А смотри, моя любимая часть. Есть мешочек с денежками. Да? Ага. Это денежки, да, монетки тут, которые пришли в казну твоей страны. Мгм. Вместо того, чтобы все эти денежки потратить на то, чтобы, ну, условно возьмем, да, чтобы в твоем городе был классный роддом с новым оборудованием, чтобы вообще, ну вот прям просто люксовый роддом, которых свет не видал, вот, кусочек денежек ушел на аквадискотеку у Путина. Вот, и еще туча денежек ушла на то, чтобы в Украине, например, разрушить роддом или какое-то здание. И получается что? Что денежек на тот же новый роддом в твоем городе не хватает. И вы продолжаете жить в говне. И это тебе еще повезло, что ты живешь более-менее в каком-то городе. Потому что если вы кто-то выезжаете за территорию своих городов, вы прекрасно знаете, что у вас происходит по всей России. Россия огромных размеров, но почему-то вы не замечаете, какие у вас колоссальные проблемы внутри страны. Соответственно, мне кажется, что ты должен был, ну, как минимум, то, что мне это больше всего понравилось. Твоя страна, когда угрожала Европе, что она замерзнет без российского газа, в ролике, который она транслировала на всю Европу, показала свой же город, который замерзал какую-то из зим, из-за того, что он не газифицирован. То есть Россия угрожала в Европе, что в Европе будет так же, как в России. У вас херово тучу городов не газифицированы. У вас люди не получают часть прибыли от того, что Россия добывает газ с территории твоей страны, которая является твоей, потому что ты там проживаешь. Не как на Аляске чуваки получают по 2 штуки баксов в месяц за то, что с Аляски добывается газ или какой-то там, я не знаю, я не помню, какой там у них природный ресурс.
Там чувакам за это платят, потому что они живут, это их земля. А вы, блядь, сосете хер и зато хлопаете в ладошки, что Россия на кого-то нападает. Подожди. Ты хочешь сказать, что у нас в России есть города, в которых нет газа? Да. Нет такого. Давай гуглить. Да ты в другой стране могут... Сколько городов России не газифицированы? Даже этот предлагает Google. Обозреватель нормально? Ладно, обозреватель, тут стоит украинский флаг, не дай бог, что это прочитаю. Нефтегаз.ру. Угу. Читай. Если учесть, что по итогам 2020 года уровень газификации страны составлял 71%, получается 43 миллиона, это чуть больше 1-2%. В новую программу «Газпрома» вошли 67 регионов. 71% от огромной страны. 71% без газа? С газом. У вас 30% городов без газификации. У вас, блядь, на России существует сайт «Купи дрова». Купи дрова. Что плохого в этом? У нас есть бани на дровах, что плохого-то? Нет, там прикол в том, что ты должен купить дрова какой-то бабушке в селе. Потому что бабушка сама не может себе позволить, блядь, протопить свой дом зимой. Ты можешь зайти купить дрова бабушке. Наверное, ты имеешь в виду населенные пункты, где количество людей меньше 100. Ну, хорошо, у вас, вопрос не в том, что меньше 100 людей. У вас маленькие города не газифицированы. Именно в том, что Россия расширяется. Строятся новые места, и, соответственно, чтобы... Куда она расширяется? Что? Куда она расширяется? Строятся новые населенные пункты и так далее, в которых нет газа, в которых запланировано строительство, и, соответственно, люди тянут либо за свои деньги, либо ждут. Вот и все. Феноменальная способность вас, россиян, абсолютно игнорировать реальные проблемы. Вы придумаете, блядь, любые оправдания, потому что вот очевидно, вот знаешь, это то же самое, что вот у тебя чувак, вот ты идешь, чувак просто наебал бабло. И меня вот не наебывают на бабло. Вот ты видишь, вот ты смотришь на него и думаешь, ну вот. Он, меня сейчас конкретно поимел на бабки. Ну, прям серьезно. Блин, человек же хороший. Может, он детям на эти деньги поможет. Может, я на самом деле, он не у меня забрал эти деньги, а детям их отдаст. А вы осознаете факт того, что ваша супер-мега крутая, классная страна, если у нее все-таки получится захватить территорию Украины, то ей придется башлять очень сильно в территорию Украины. Я молчу о том, что произойдет, если она придет к моменту, что придется вам всем платить репарации, потому что в России рано или поздно деньги закончатся, а репарации платить нужно будет. Но возьмем, более лучшую картину для вас. Что Россия все-таки захватила Украину. Вместо того, чтобы в твоем городе, опять же, роддом сделать тот же. Да мне не нужен роддом. Да я условно говорю, неважно. Чтобы у тебя дороги, блядь, были, чтобы школы были нормальные. Чтобы у тебя учителя не рисовали мелом на старющей доске, а чтобы у них была новая доска, электронная, на которой они могут маркерами писать. Потому что так получается уровень образования. Потому что можно не рисовать 2+2, а сделать картинку, блядь, для детей. Был в СССР, когда как раз и были такие доски. Зависит точно не от доски, наверное. Как ты думаешь-то? Если мы с тобой углубимся в тему образования, то я тебе немножко быстро очень скажу о том, что в связи с тем, что технологии в этом мире развиваются, то внимание людей рассеивается. И сохранить внимание, используя какие-то дополнительные средства, намного легче. И как минимум детям просто интереснее тупо учиться. Это так, это просто говорится о качестве. Я понимаю, что у вас качество, не важно в стране. Нет, качество у нас, конечно же, важно. Смотри, мне только еще один момент интересен. Ты в своей картинке отметила то, что часть денег уйдет на развлечение Путина, да? Да. Ответь на другой вопрос. А зачем Путину тратить деньги на свое развлечение, если у него полное гособеспечение? Зачем ему тратить деньги на свое развлечение? Чувак, у вас в стране у президента есть аквадискотека. У него полное гособеспечение. Он не тратит никуда деньги, поверь мне. Он вор, обыкновенный вор, который наворовал денег. Какое бы тебе не было гособеспечения у президента вашей федерации, не может человек, блядь, себе, во-первых, упустим факт изменения Конституции, сделать, блядь, замок, понимаешь? Это нужно наворовать. Скажу, есть возможность, пускай ворует. Красавчик. Вот и все. Хочешь жить, умей вертеться. Все просто. Нет проблем других. И я готов платить налоги на свой доход, не проблема. Потому что я люблю свою страну. Вот вы говорили про школы, детские дома, садики, дороги, чтобы все лучше делали. Получается, у вас в Украине все школы с электронными досками, или у вас везде дороги ровные, что ли? Или роддомы с аппаратом, который не видел свет, как вы выразились? Или как у вас? У вас лучше всех все в Украине?
Не, еще один момент. Только у вас президент клоун. Вот проблема еще есть. Перевариваю. Во-первых, ответь себе на вопрос, почему тебя волнует, кто президент в соседней стране, пока я отвечу на вопрос твоей барышни. Смотри, я не сравниваю страны, да? Очень Нет, важный ты момент. сравниваешь, ты говоришь, Я не что нужно сравниваю. улучшить. Почему ваши не Не, улучшают? я не сравниваю, те же потому самые что дороги? я тебе объясню. Мы в нашей стране очень сильно боремся с коррупцией. У нас есть проблемы внутри страны, о которых мы знаем, с которыми мы боремся. При этом всем как бы мы не позволяем властям нашей страны, да, условно, нападать на какую-то другую страну. Чтобы деньги из нашего бюджета, из бюджета страны, тратились на то, чтобы уничтожить какую-то страну рядом. Потому что мы, как люди адекватные, понимающие того, что у нас в стране есть проблемы, которые нужно решать, мы свой фокус внимания очень многие годы переводим постоянно на внутреннюю политику, пытаясь с ней разобраться. Если бы моя страна, да, напала бы на какую-то страну, и мы бы вели с собой этот диалог, и ты бы мне задала вопрос, ну твоя же страна напала на кого-то, она же тратит ресурс на то, чтобы убить каких-то людей в какой-то другой стране. Но так получилось, потому что моя страна никуда не нападала. Да, безусловно, у нас есть проблемы в стране, я не буду их отрицать, но мы их пытаемся Денег, как-то может, решить. просто нет в стране. Деньги есть в стране. Есть еще... Сколько у вас налоги? Сколько налоги? Я На лично плачу. профессиональный доход. Ну, я плачу 5% от дохода. Понятно. Ты сама на себя работаешь? Ну, у меня, как это у вас называется, ИП. Понимаешь, просто вы постоянно пытаетесь сравнивать с чем-то. Да? Не, мне просто интересно. Вот я сколько просто у вас, вот сколько у возьму нас. другой пример. Вот если вы хотите посравнивать, я пытаюсь сейчас отойти от последней фразы, которую ты все-таки сказала. Вот, например, да, Польша, Украина. Да? Мгм. В Польше ебанистически классные дороги. Обалденные. Но в той же Варшаве у них есть, ну, типа, не идеальные дороги. Есть их, можно найти. Как бы, если мы будем говорить про Испанию, там еще лучше дороги. Класс. Но, например, в Польше я не могу приложением припарковать свою машину, выйти, захлопнуть дверь, и у меня сама будет сниматься деньги с моего кошелька за парковку. Я должна тратить время на паркомат. В Испании, например, я не могу получить такой уровень обслуживания и везде заплатить Apple Pay в ресторанах, что есть в Украине. В Украине есть проблемы, например, с дорогами, что мы четко понимаем. И мы видим, с какими странами нам сравнивать. Где вот, например, в Испании я бы сказала, охуенные дороги. Я хочу, чтобы в моей стране были такие же дороги. И они постоянно ремонтируются сейчас. Я вижу постоянно по городу, что где-то ремонтируется дорога. И это охуенно, потому что мы на В это России влияем. 3 проблемы. Дураки, дороги, деньги. Все. Других проблем нет в стране. Меня... У вас население меньше, у нас население больше, индивидуальных предпринимателей больше, процент больше, страна богаче. Мы можем позволить себе строить новые ракеты и так далее. Воевать хоть с кем. Хочешь, я тебе предоставлю интересную игру? Давай, Весь вечер можешь этим заниматься. давай. Смотри, ты сейчас меняешь страну в чат-рулетке на Россию, играешь в игру, называется «Посчитай всех людей, у скольки людей будут здоровые, нормальные зубы». Это так тебе, чтобы ответить, что у вас пиздец богатая страна и все офигенно классно живут. Просто поклацай и посмотри, у какого процента людей у вас в стране людей нету даже денег сходить к стоматологу, чтобы хотя бы себе поставить золотую коронку. Я молчу уже о том, чтобы вылечить зубы. А это, на секундочку, очень важно для человека. Но у вас страна такая богатая, что люди себе не могут этого позволить. Удачи, развлекайся. Ви чули, що він сказав? Ви чули, що він сказав? Чувак каже про те, що він готовий платити податки, розуміючи, що частина цих податків буде вкрадена його президентом. Ну, так.